Сегодня приготовим простой, проверенный домашний Наполеон. Нежный, хорошо пропитанный и невероятно вкусный. Начнем с теста. В большую миску высыпаем 500 граммов муки, добавляем щепотку соли и 250 граммов очень холодного сливочного масла. Масло желательно заранее немного подморозить, так с ним будет удобнее работать. Натираем его на терке или быстро рубим ножом. Периодически обваливаем в муке, чтобы оно меньше таяло. Затем быстро перетираем все в крошку. Отдельно смешиваем одно яйцо, 200 мл ледяной воды и 1 столовую ложку уксуса. Именно уксус помогает тесту получиться более слоистым. Вливаем жидкую смесь в мучную крошку и быстро собираем тесто. Долго вымешивать не нужно, достаточно просто объединить все в шар. Тесто делим на 8-10 частей, округляем, накрываем пищевой пленкой, чтобы не заветрилось, и убираем в холодильник примерно на 1 час. А пока тесто отдыхает, приготовим крем. В миске соединяем 3 яйца, 300 граммов сахара и 60 граммов муки или крахмала. И вливаем немного молока от общего количества. Всего нам понадобится 1 литр. Масса должна стать более жидкой и гладкой. Оставшееся молоко ставим на плиту и доводим почти до кипения, но не кипятим. Затем тонкой струйкой вливаем яичную смесь и варим крем на среднем огне, постоянно помешивая венчиком до загустения. Не отходите от плиты, крем легко может пригореть, поэтому огонь должен быть умеренным, а помешивание постоянным. Снимаем крем с огня и сразу добавляем 150 граммов сливочного масла и ванилин по вкусу. Перемешиваем до гладкости и однородности. Даем крему немного остыть. Он должен оставаться теплым. Достаем тесто из холодильника, каждый кусочек раскатываем очень тонко, прямо на пергаменте. Так коржи не порвутся и их будет удобно переносить. Накалываем вилкой и выпекаем при 200 градусах примерно 5-7 минут до красивого румяного цвета. Сразу после выпечки, пока корж еще горячий, обрезаем его до ровной формы с помощью тарелки или кольца. Обрезки обязательно сохраняем, они понадобятся для крошки. Посмотрите, какие тонкие, румяные получаются коржи. Теперь собираем торт. На подложку или блюдо наносим немного крема, чтобы торт не скользил. Затем каждый корж щедро смазываем теплым кремом. Именно теплый крем быстро пропитывает коржи, благодаря чему торт получается особенно нежным и мягким. Обрезки измельчаем руками или скалкой в мелкую крошку и обсыпаем торт со всех сторон. Убираем Наполеон в холодильник минимум на 5 часов, а еще лучше на ночь. За это время он отлично пропитается и станет еще вкуснее. Вот и все, наш домашний Наполеон готов. Нежный, мягкий и буквально тает во рту. Желаю вам приятного чаепития и отличного настроения. До встречи в следующих видео.